Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня я тебе предлагаю поучиться рисовать вот такую уточку акварелью. Ну что, начнем. Для начала мы с тобой нарисуем эскиз нашей уточки. Я беру простой карандаш и в моем формате рисую вот такой овал примерно посередине. Овал с тупым концом, похожий на лежащее яичко. Уточняю. А в этой области я нарисую овальчик вот такого размера примерно. Это у нас будет шея уточки. Соединяю вот такими короткими отрезками. Уточняю линию. Здесь у нас будет хвостик. Вот такой коротенький хвостик. Это у нас крылышко. Его видно вот так. И там сзади выглядывает второе. В этой области мы нарисуем клюв нашей уточки. Клюв у нас вот такого примерно размера, как длина головы. Уточняю голову. Рисуем в этой области вот соединение клюва с головой. Она такой галочкой. Здесь у нас глаз. Глаз у нас в форме пирожка. И здесь зрачок. Вот в этой области мы с тобой нарисуем ножки нашей уточки. Ножки у нее достаточно крупные, для того, чтобы она могла плавать. И вот такие треугольные, как ласты внизу. Сначала я намечаю центральную линию лапок. И затем соединяю вот такой линией. На конце коготки. Вторая нога выглядывает в этом ракурсе чуть-чуть поодаль, и ее видно не так сильно. Уточка у нас сидит на ножках. То же самое я делаю со второй ногой. Сначала рисую центральные линии, затем к ним подвожу соединение. Вот что у меня получилось. Ты, если не успеваешь, ставь видео на паузу. Делай так, чтобы у тебя получился хороший эскиз, и только затем продолжай. Стираю лишние линии, которые мне не нужны. Поправляю мой эскиз. Немножко сделаю подлиннее хвостик. И чуть-чуть подправлю крыло. Вот так оно у меня уходит сзади и выглядывает второе крыло. Здесь у меня поправляю вот так вот грудку. Соединяю ее более плавной линией с шеей. Здесь уже такие маленькие правки. Вот такой эскиз у меня получился. Теперь я приступаю к краскам. Для этого я беру краски, кисточки, готовлю себе палитру. Палитра у меня вот такая тарелочка. Очень удобно на белой тарелочке размешивать красочки. Начинаем замес. Я беру охру, развожу ее с водичкой, также развожу черный. Вот у меня два цвета рядом и приступаю с головы. Мы рисуем самочку. Самочки у нас более бледного цвета, у них охра и черный в основном преобладают в расцветке. Для начала я заливаю голову полностью и тело полностью заливаю водичкой. Для чего я это делаю? Для того, чтобы у меня краска растекалась, чтобы у меня акварель была по-мокрому. Красивые пятна получаются, когда рисуешь по-мокрому. Вот так я залила полностью и начинаю с головы. Взяла черный цвет, сильно разведенный, и вот так прямо заливаю. Чуть-чуть сконцентрированно сделаю, чтобы у меня было более продуктивно. И вот такими пятнами заливаю. Пятна у меня идут несимметричные. Они такие идут в виде перьев. Посмотреть, если на уточку, если ты найдешь фотографию уточки, то увидишь, что у нее смешивается бежевый, белый. Мы пытаемся изобразить оперение. Вот здесь вот нижняя часть
под глазом, щечка и вокруг глаза. У уточки, самочки бежевый, вот такой цвет охры. И мы также заливаем это место около клюва. И вот эта грудка, она также цвета охры. Немножко разбавляю цвет водичкой. Снова беру черный цвет и вот такими движениями изображаю перышки. Прям по-мокрому. Сейчас пятна расплывутся и будет очень красивый эффект. Попробуй также сделать вначале на бумажке, а потом приступай на утке, чтобы не было обидно. Вот в этой области беру охру, смешиваю чуть с черным. У нас под крылом получается тень. И пятнышками вот так, не стесняясь, чуть-чуть здесь добавлю воды, чтобы немножко растянулся цвет. Здесь у нас краешек крылышка черный. И вот такое вот длинное перышко. И теперь по этому цвету, по цвету охры, я буду вот такими движениями мелкими изображать перья. В верхней части на крыле у нас покрупнее там перья, и мы делаем более массивные мазки. Вот так. Это у нас первый слой. Дальше мы будем еще один слой делать. Беру более насыщенный цвет и начинаю снова с головы добавлять черного. Там, где у нас уже красочка чуть-чуть подсыхает, где у нас нет много воды, можно снова брать и начинать работать. Если мы полезем в одно и то же место, где у нас много воды, то у нас краска просто смешается в грязь, поэтому нужно давать всегда немножко отстояться, отсохнуть краски. В этой области на кончике хвостика у нас тень, поэтому я беру сюда и добавляю прям холодного голубого. В верхней части на крыльях у нас у самочек тоже есть такие пятна фиолетовые. У нас холодит там, поэтому я добавляю тоже синего. Вот здесь у меня свет попадает, я немножко вымою краску. Отмывка это называется, когда сухой кисточкой стираешь красочку. Продолжаю дальше. У меня уже здесь подсохло, и где-то получаются прям перышки, а где-то продолжает растекаться. Все это мы делаем по мокрому техникой. Посмотри, я в некоторых местах оставила белые промежутки. Это нам нужно для того, чтобы показать, что на крыльях, на перышке попадают блики. Так, я начинаю усиливать тени. Вот здесь у нас посередине, между грудкой, есть тень. И голова у нас, задняя часть, тоже получается в тени. Также у нас тень вот здесь над бровкой. Поэтому я смело добавляю уже более концентрированный цвет. Он также растекается, уже в подвяленном таком состоянии находится у нас слой. Пятна растекаются уже не так сильно, но все-таки растекаются и дают красивый эффект. Рекомендую тебе сначала посмотреть видео до конца и только потом начинать рисовать снова, потому что, чтобы ты понимал, какие у нас шаги последовательно идут. Вот здесь у нас уже почти все засохло, и я рисую эффект перышек мелкими мазочками, штришочками. Леплю объем. В этой области у меня еще достаточно мокро, поэтому я беру прям насыщенный черный и заливаю вот эту часть черным. И здесь у нас кончики крыльев черные.
Смотри, уже получается оперение, выглядит как оно. Мы не прорисовываем каждое перышко, а рисуем хаотично в массе. В этой области у нас тень, поэтому я добавляю побольше черного. Прорабатываю еще в этой области. Здесь у меня уже сверху почти сухая краска, но я добавляю вот такими штришочками. Так вот, дам пока немножко подвялится краски, чтобы она у меня чуть-чуть подсохла. Займусь пока другим. Нарисую мелкой кисточкой на голове вот такими штрихами, тоненькой-тоненькой кисточкой перышки. Ну, у нас не получаются не все. И прорисую глаз также. Обвожу его черным и рисую внутреннюю часть, зрачок. Пока оставляю так. Проработаю по вот этой передней части грудинки перья. В этой части. Везде по уточке мелкими-мелкими штрихами я изображаю перья. Буду рисовать лапки. Смешиваю рыжий с красным. Обязательно добавляю водички побольше, чтобы у меня был более прозрачный цвет. Теперь вот чисто рыжим я вначале заливаю низ. Смотри, у нас по низу получается, что на лапку падает свет, поэтому она должна быть светлая. Затем мы уточним тени более темным цветом. Начала вливать в этот оранжевый и красный, так как у нас лапка в тени под туловищем. За счет этого цвет получается более плотный. И вторую ножку также. Вверху ближе к телу более насыщенный плотный цвет. А к низу рыжий-желтый полупрозрачный цвет. Вот так красиво у меня разливается красный в рыжем. Теперь я добавлю немножко красного с рыжим, смешаю. У меня получился такой красно-рыжий цвет. И буду закрашивать клюв нашей уточки. Конкретно в моем случае клюв у этой уточки рыжий-красный с черными пятнышками сверху. Повторяем то же самое. В этой области у меня падает цвет, поэтому я размою ее просто водичкой. Тут у нас черный цвет, смешанный с рыжим, поэтому я смело добавляю черный цвет на клюв. Немножко вот в этой области сушу кисточкой. Смешиваю красный с коричневым. И теперь изображаю тень на лапах от туловища.
Тут прямо у меня красно-коричневый цвет. Прям под уточку у нас тень на лапках. Беру коричневый и еще разочек прорабатываю глаз. Так как у нас глаз на всей нашей уточке самое темное пятно. Я беру прям темно-темно-коричневый близко к черному. Также проработаю область вокруг клюва. Начну дальше рисовать ножки. Такой прием дает изобразить, что у нас там есть косточки за счет цвета тени. Мы рисуем тень от косточки внутри лапки. Нарисую коготки. Коготки у них тоже есть. Такие у меня лапки уже получаются. В этой области добавлю чуть-чуть более красного цвета. Так, вот тут вот место, где у нас нога вставляется в туловище, мы акцентируем тенью. Тень у нас на перьях, поэтому мы рисуем вот такими мазками острыми. В этой области на клюве у нас такая черная вот штучка. Не знаю, как она называется, но вот такая черная штучка у нас есть. А здесь у нас ноздря. У меня уже получилась достаточно хорошенькая уточка, но теперь я большой кистью сделаю тени, чтобы она у нас была еще более объемной. Я беру охру, хорошо разведенную с водой, и намечаю тени большой кисточкой там, где они должны быть: под крылом, на грудке. Немножко кисточку подсушиваю и распределяю краску. Вот так вот растягиваю. Здесь вот под щечкой. Чуть-чуть на мордочку добавила насыщенности. Здесь у меня тень от головы, четко выраженная. И здесь разбавлю, там у нас рефлекс. Добавляю черного на краешек крылышка.
Вот так у меня уже почти получается. Сейчас еще добьем немножко лапки. Сделаем их более живыми. Снова усиливаю тени, которые получаются от падающих в нее лучей. Добавляем насыщенности по цвету. Ну и последнее, что мы сделаем, это немножко доделаем клюв. Добавляю более рыже-красного цвета. Еще раз сделаю акцент на глаз, оставляю место для блика. Беру прям концентрированный цвет. И вот такими маленькими штрихами изображаю там, где нужно, перья. Тоненькой-тоненькой кисточкой, маленькими штришками. Обведу немножко клюв черным цветом вот в этой области. Вверху оставлю белый, это у нас освещение так падает. Здесь я уточняю ноздрю, делаю более акцентированный. И уплотняю вот этот вот наросток на носу. Ну что, вот такая уточка у меня получилась. Надеюсь, у тебя тоже все получится. Если не получится с первой попытки, не расстраивайся, пробуй еще. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.